Всем привет и добро пожаловать на новый влог, в котором мы отправились путешествовать по Италии. В декабре нам было очень холодно и очень неснежно, поэтому именно тогда и зародилась идея поехать в Италию в марте, чтобы зарядиться энергией и витамином D. По крайней мере, тогда мы на это рассчитывали, не зная, что нас ждет самая дождливая и несолнечная поездка whatsoever. Первая остановка у нас была в Пизе, потому что мимо Пизанской башни я пройти точно не могу. На следующий день мы отправились в маленький город Лука и даже не заблудились на его улицах. А на третий день сели на поезд во Флоренцию, где вся наша солнечная удача была проклята богом дождя. Однако это не помешало нам насладиться местными красотами и нагулять аж 20 тысяч шагов в день. Между делом мы съездили в соседний город Сиену, но чтобы не разделять Флоренцию на несколько частей, в процессе монтажа я изменила последовательность. По итогу было здорово, было мокро, было классно, поэтому приглашаю вас устроиться поудобнее на следующие 26 минут и посмотреть, как же у нас все там происходило. Мы долетели до Пизы на нашем любимом и сердитом Ryanair, посмотрели на Альпы, которые я чуть не пропустила, и даже приземлились на 10 минут пораньше. Добирались до отеля мы пешком, потому что на автобусах было не быстрее, поэтому мы решили сразу посмотреть на центр города. Хотя старым центром считается, конечно же, территория вокруг Пизанской башни. У нас есть лошади. Я даже не знала, что здесь, оказывается, разрешены кареты. Мы переживали, что погода быстро испортится и у нас не так много времени. Поэтому, перекусив салатом, мы сразу стартанули к Пизанской башне. Вокруг нее, конечно же, было очень много народу, что и следовало ожидать, поэтому Макса немедленно поймали на фото. Всегда обожала и буду обожать прекрасную Пизу, а в особенности эту башню. Мой план был ходить вот так просто в округе, но округа оказалась достаточно маленькой, потому что здесь есть вот этот вот собор, вот этот вот купол и, в принципе, все. Здесь нет много полиции и очень много народа. И мы, кстати, находимся все еще в основной старой части города, потому что вот эта стена. Я ожидала почему-то, что здесь будет гораздо более зеленые деревья. Мы заглянули в магазин, и здесь почему-то, это не первый, кстати, из кофе предложен только Starbucks. И Максу удалось наконец-то найти что-то веганское. Мы охотились за этим уже полчаса. Апдейт. Мы нашли новый веганский вариант, который очень сильно радует Макса. Всего лишь, между прочим, за 2 евро. Мы набрели на рыночек. Изначально было заявлено, что это просто какая-то известная площадь, но здесь у нас не только площадь. Наш первый джелато. У меня здесь манго и темный шоколад. Мне всегда нравилось такое сочетание, и здесь оно тоже не разочаровало. Очень классное место. Во-первых, здесь много местных итальянцев. Во-вторых, здесь все время очереди. И я считаю, мы просто не зря заглянули, подкрепились и отправляемся теперь дальше уже через мост. У нас здесь есть место оставить багаж, если что. И багаж оставляется вот просто на этом прямоугольнике. И как-то у меня к этому доверия вообще нет. Здесь я по ошибке заказала черную пасту, и это была лучшая ошибка за последнее время. Good morning! Good morning.
Мы отправляемся теперь уже в Луку. Сегодня, ребята, легендарный день, потому что это последний день, когда я пью антибиотики. Я уже могу есть. Для тех, кто не знал, я удаляла себе 2 зуба мудрости на одной стороне. И они, конечно, очень мне плохо окупились. Мы идем сейчас на вокзал вот такими подворотнями. Мне, честно сказать, очень нравятся вот эти вот маленькие улочки. То есть здесь, как бы, если бы я ехала на машине, я бы не проехала. Я бы всегда пешком ходила. Я вижу солнце. Это сегодня редкий момент. Город Лука рекомендуется практически везде, особенно если вы уже находитесь в Пизе. Доехать туда оказалось очень просто. Мы прошли наш вчерашний путь до вокзала, попутно снова засмотрелись на мосты под солнышком. Билет стоил 7 евро в один конец, и доехали мы на поезде без опозданий, а главное с удобством. Лука очень маленький и старый город, и чтобы зайти в основную часть, нужно пройти сквозь ворота. Изначально у нас был план пройти по старой улице в сторону центра, но на пути нам попалась целая улица цветущей магнолии. Ребята, это великолепно, вкусно пахнет и выглядит просто невероятно. Очень красиво, особенно мы выяснили, что эти деревья — это цветущая Монголия, и она потрясающая. Монголия! Цветущая магнолия! Max just made a comment about the churches that, in my opinion, is very straight to the point. Somehow all churches here look like they are in desperate need of renovation. I don't know, it's wild. We found a husky. And we also found the evil of evil. Чем дольше мы ходим, чем больше мы смотрим на все эти кафедральные соборы, тем больше мы понимаем, что нам хочется прям чего-то сладкого. So now we're looking for a cafe. Max already found one. Тут у меня не подключился микрофон, иначе можно было бы услышать мои восторженные возгласы по поводу вкусности корнетто. Кстати, кто еще считает, что корнетто с шоколадом выглядит ну уж очень своеобразно? Оказывается, здесь можно из фонтанов набирать воду, поэтому мы опробуем. Честно, никакой разницы между тем, что льется у нас из-под крана в хостеле, и здесь, тем более местные, они прям подходят и наливают по 8 бутылок, так что считай, это просто местная колонка. Если у вас, как и у меня, тоже возник вопрос, зачем они это делают, если вода и дома есть, то оказывается, водопроводные трубы в домах очень старые и не делают воду полезнее, поэтому местные жители выходят к таким фонтанчикам. Ну а мы тем временем решили отдохнуть и присели на склон. We found another one. Another one bites the dust. Wait, this one here? Another one there. Мы подкрепились очень вкусной едой, отдохнули на этом склоне. Я уже растеряла все свои цветы, да, они разлетелись. Наш план продолжать дальше гулять по Луке. Мы, получается, прошли уже половину, нам осталась еще одна половина. Здесь постоянно летают самолеты. Вот он.
Теперь мы официально обошли уже всю Луку. Сидим здесь напротив фонтана с каруселью. У нас легкий перекус. У меня будет сэндвич, у Макса. How is it called? Focaccia. Без понятия. Для меня это недоделанная пицца или такая мини-пицца. И потом на повестке нашего дня обязательно попробовать джелато. Мы тут между делом заметили, что у них будет фестиваль. И ладно, там приезжают Till Lindemann 6-7 без Рамштайна, но у них есть 30 Seconds to Mars, а также Scorpions. В общем, я не ожидала такого популярного фестиваля в Луке. Впервые в жизни хотела не взять себе манго, и взяла маракуйю, и думаю, ну что ж такое, все время беру одно и то же. В итоге ем, она очень маракуйная, и думаю, блин, в следующий раз обязательно буду брать манго, но шоколадный вариант просто чудесен. Нам, конечно, здесь очень понравилось, очень красиво, это магнолия цветет, просто расцветает весной, как наша душа. Поэтому мы нагуливаем пока наши остатки километров перед поездом. Здесь все время разъезжает какая-то амбуланс, что-то все время орет, летают самолеты, так что тишины здесь как раз не дождешься. Но в остальном здесь, конечно, очень красиво. Ну что, мы приехали в Пизу, и она встречает нас вот таким вот прекрасным состоянием. Пойдем сейчас снова в то самое место, в котором мы были вчера. И не могу, если мы что-то находим, это все, это любовь. Иногда, правда, мы находим это в последний день, и тогда я сожалею, что мы этого не нашли. Но сегодня я планирую также взять свежую пасту с диким кабаном. Я думаю, боже мой, откуда в Италии дикий кабан? Ну, неважно, может быть, они есть, я об этом не знаю. Паста нам по итогу понравилась, а вот панакота нам не зашла. Я нашла определенные плюсы этой погоды. Сейчас, конечно, не так сильно идет дождь, но благодаря этому мы здесь практически одни. Там вот ходят какие-то заблудшие души, но настолько пустое место перед... Это, между прочим, Макс. Перед нашей прекрасной Pisa Tower я еще никогда в своей жизни не видела. На часах 9:45, и мы готовы уже выезжать. Вот вчера я шутила про то, что мы оставим здесь чемоданы, это ненадежно. А сегодня мы действительно оставляем чемоданы. И я надеюсь увидеть их здесь через 2 часа. We have the sun! Как истинные студенты, мы решили посмотреть, как выглядит местный университет, и нашли факультеты математики и информатики. По итогу мы оказались совершенно не впечатлены, но в защиту факультетов могу сказать, что вовнутрь мы не заходили. Огромный плюс всей этой ситуации – у нас есть автоматический Wi-Fi, потому что, видимо, они подключены все к одной европейской системе EduRaum, поэтому, так как у нас доступ есть к Wi-Fi в Германии, он автоматически подключается в Италии. Господи, боже мой! Мы еще вчера ходили, тоже проходили мимо какого-то департамента, и он автоматически подключился. Я сначала думаю, Он мало того, что, во-первых, он никогда не работает снаружи, то он работает только внутри. Поэтому тот факт, что он подключается, он нам совершенно никакой пользы не приносит. Наоборот, если ты смотрел на карты, то они резко перестают работать. Самое интересное во всем этом маленьком посещении кампуса, мне кажется, только стена, которой, получается, весь этот кампус обнесен. А все остальное... Что касается цены, вообще, мне кажется, очень дешево. Получается, один круассан, если без начинки, он стоит евро 20. Самое дорогое из всего этого, это, как всегда, апельсиновый сок, который здесь стоил всего 3,50. Поэтому на двоих мы вот так вот перекусили за 5,90. Мы отправляемся еще раз посмотреть на Пизанскую башню, потому что я не могу пройти мимо нее, не посмотрев. И потом уже будем забирать наши чемоданы и пойдем на вокзал. А вот под таким углом мы еще башню здесь не видели. Самое смешное, что здесь, как мы думали, какое-то событие, потому что висят везде вот эти вот белые майки,
куча людей ходит в белом, и там все вокруг этой башни. Сегодняшнего дня 100 дней до вступительного экзамена в университет, то есть это как школьный экзамен, это как наш ЕГЭ, так сказать. Непонятно, зачем они празднуют это до, то есть за 100 дней до, а не после. Но сегодня как раз эти 100 дней, поэтому там куча школьников носится вокруг этой башни. Какие-то флешмобы, все в этих майках расписываются друг другу на майках. Меня только что попросили подписать на майке мое имя. При этом на английском сразу, то есть понятно, что я не ученица 11 класса. Но это приятно. Теперь две девушки имеют подпись моего имени. У них еще есть такая особенность, кто собирает больше подписей на майках. Видимо, тот более такой крутой. Поэтому они ходят и, мне кажется, спрашивают Gesundheit всех подряд подписать им. Апдейты. Наши чемоданы на месте. И все в порядке. Наслаждаемся пока хорошей погодой. И идем воспользоваться моими бывшими знаниями, так как я здесь была 2 года назад. Мы отправляемся отведать вкусного, надеюсь, джелато. How does it taste? Very good. Хочется сказать, что жизнь так хороша, когда ты сидишь на камне во Флоренции с джелато. И меня только в этой жизни волнует, что меня через 2,5 недели ждет экзамен по математике. I'm at the point of my life when I'm filming pigeons proudly with my gimbal. Hello. Да. В Италии меня удивляет только то, точнее во Флоренции, где вот здесь вот часть для пешеходов. Меня конкретно бесит, что ты идешь, и у тебя нет места, где ты можешь адекватно идти как пешеход, зная, что тебя не будет сейчас переезжать автомобиль. Еще, конечно, вопрос к креативному директору этого агентства. Кто подумал, что называть отель Shabby Old Town это вообще хорошая идея? Но, может быть, антиреклама – это все-таки реклама, и она работает. А тем временем пришло время для ужина, и мы пошли в ресторан, который был буквально в нашем доме. На камеру я есть все еще не умею, поэтому тут только видео самой еды. Сегодня я не буду комментировать, все-таки обещаю дождь, но я к нему уже морально готова. В конце концов, нам столько везло 5 дней подряд практически, или 4. Мы идем сейчас на free walking tour по основной части Флоренции. Посмотрим, насколько мы вымокнем за все это время. Оказывается, сейчас по всей Италии запрещены спикеры, поэтому тургиды выкручиваются как только могут.
очень вкусно перекусили. Нам на туре наш гид порекомендовал место. Мы просто проходили, я так понимаю, конечно, у них есть между собой сделка, что он рекомендует своих туристов. Но было прям реально очень вкусно. Я называю это все заплыв по Флоренции, потому что были бы мы в горах, был бы у нас хороший хайкинг с таким обмундированием и подготовкой. Но здесь у нас практически заплыв, друзья, потому что из водонепроницаемого у меня все, кроме телефона, и вот голова не покрыта. А наша следующая цель видна. Вон там, вон где башня. Подтверждаю свои слова про обмундирование от дождя, и оно, спойлер, пригодилось нам особенно во второй части путешествия, когда мы поехали в Венецию. Но мокрая Флоренция оказалась тоже очень красивой. Единственный минус всех этих meeting points наверху, это то, что нужно так карабкаться. А карабкаться я люблю только вниз. Хотя ради красивых видов я готова пожертвовать своими ногами. Тем более завтра нам все равно сидеть в автобусе 4 часа. Но об этом в следующем видео. Я веду нас, видимо, непонятно куда. Мы забрались на гору. И по заявлениям карт, там дальше только кладбище с парком. Ну, мы отправляемся на разведку. Это была одна из самых лучших идей обойти вот это вот все сооружение, этот замок, потому что это как парковая круговая зона, и под дождем, во-первых, запах потрясающий, а во-вторых, сами деревья это все не лиственные, а игольные, сосновые, господи, боже мой, я забыла слово на русском, пахнет потрясающе, если бы можно было бы передавать запах, я бы его 100% передала. Мы возвращаемся уже обратно постепенно в город. Прощаемся с таким запахом, потому что именно в центре Флоренции вообще деревьев практически нет, только те, что растут на зданиях. Башня напоминает каким-то образом башню из второй части «Властелина колец». Окей, с этой стороны она уже не похожа, но выглядит все так же впечатляюще. Мы как уже два мокрых мыша. Мне кажется, меня постепенно промокает мой рукав водонепроницаемой куртки. Но это не важно, потому что мы уже увидели с этой части все, что мы планировали. После не самого шикарного ужина мы решили поделиться нашим мнением о Флоренции. Max, what do you think about Florence so far? Yeah, the city is quite okay, I would say. I would not come back most likely, but especially if you like museums, it's definitely a city to be visited, maybe multiple times depending on how much time you spend in the museum, but yeah, in general, quite nice city, especially this hike along this, what was it, hill, with the view over the Tuscany villages. Quite nice. Mm-hmm. They have 77 museums. That was a new one for me. But I'm actually glad that Max got to see Florence. Now we can actually tick it from our bucket list. And we decided next time if we'd come back to Tuscany, that would be only Tuscany, like primary countryside, primarily the landscape and all this, basically nature of Tuscany, which is, turned out we love it. Конечно, Флоренцию стоит, с одной стороны, посетить, но в то же время я считаю, что одного раза может быть достаточно, если вы прям не фанаты именно вот таких вот прям городов или именно музеев. Поэтому мы отправляемся спать,
после тяжелого дня, потому что, между прочим, у нас уже 18,5 тысяч шагов, и завтра нам нужно выезжать. Мы поедем в Венецию, аж 4, по-моему, часа нам придется ехать на автобусе. Так что спасибо за внимание, если вы досмотрели до этого момента, не переключайтесь, и мы увидимся с вами уже для нас завтра на пути в Венецию.